Бонжорно! Бонжорно! Всем привет! Только что выехали из Мальпенсы. Летели из ЕКБ в Хельсинки, а из Хельсинки в Милан Мальпенса. Машину бронировали на Auto Европ в Сицилия Байкар. Мы постоянно берем на Auto Европе. Вот единственное исключение было в Испании, там был местный оператор. Бронировали Peugeot 3008 класс, отдали нам Volkswagen Passat Universal Navio. Забронирован в Венеции. Мы, как обычно, приехали на выставку. Выставка в Милане, но приехали заранее. Выставка только во вторник, сейчас пятница, поэтому решили съездить в Венецию, давно там не были. Тут 300 километров, по дороге как раз проезжать будем мимо... Где у нас Ромео и Джульетта? Верона. Верона, да, мимо Вероны. Мимо Вероны, там, да, озеро Гарда, вот там остановимся, полюбуемся озером и поедем дальше. Как раз 150 где-то проедем, и потом еще 150. Сейчас едем в сторону Навара, вот нас навигатор так отправил. Часик-полтора где-то едем. Юля тут разобралась с адаптивным круиз-контролем, у меня машина оказывается. У меня счастье, у меня просто счастье, потому что я реально еду и балдею от этого автомобиля. Честно скажу, у меня дома хороший автомобиль Audi Q5 новый. Там нет такой штуки, просто обычный круиз-контроль, типа. да, это, видимо, отдельная опция. Вот первый раз, вот, честно, столкнулась с такой вот, на самом деле, на разных машинах ездили все время, но первый раз столкнулась с такой вот историей, и реально круто. Я еду, вообще не парюсь за дорогу. Автомобиль сам снижает скорость, вот до 80 км в час мы снизились, такой же скоростью, какой едет автобус. Система сама считала расстояние. И по мере удаления автобуса от меня, у меня машина сама набирает скорость, абсолютно автоматически все это происходит. Вот. И это вообще, это реально очень-очень круто. Как мы платим за дорогу? Сколько мы проехали от Мальпенса? Взяли там билет. Ну, не Мальпенса, где-то от Милана. Почти там немножко мы проехали от аэропорта. 350, может, заплатили, да, первый раз с аэропорта? Да. Интересно, сколько мы сейчас накатаем? Проехали сколько мы километров? Ну, 150 где-то, наверное, тут посередине это приблизительно. Так, вот смотрите, покажи вперед. Что такое телепас? Значит, это такая система, где нужно оплатить за дорогу. Есть вот варианты. Телепас это автоматическая, есть кассы самообслуживания, селф-сервис. Да. Монетки и карточки. Да, нужно принимать монетки и карточки. Бывает здесь только знак монетки денежки и монетки карточки или карточки только. Поэтому тут надо внимательно с этим быть. Да. Так, вот подъезжаем, значит, к этому пункту оплаты. Сейчас отключим тебя. Интродура и билетто. Так, вот такая. Да. Куда тебя вставлять? Вот сюда. Ой. Вот сюда мы вставляем билет. Он пишет 8,50. Так, монетки, Карточка. банкноты. А куда я должна ставить карточку? Монетки. То вон где монетки, туда же карточку, по-моему. Нет, ты что? Да, то туда же карточка вставляется. Вот сюда карточка. Вот. Да? О, разобралась. No, что-то. Non-center. Вон туда, где монетки. Да ты чё? Вот написано же, куда карты вставлять. Я сюда карты и вставляю. Ну, тессера. Он не хочет свою карту принимать. Давай это, деньгами расплатимся. 10 евро. Ой. Что-то ты там не говоришь? Я тебя... Извините, я тебя не понимаю. Да. Non parla italiano. Сейчас тебе насыпят монеток. Ну пусть будут еврики. О, мимо еще что-то. Все, еще и мимо. Да, аривидерчи. Сзади меня уже там люди скопились, а у меня деньги улетели туда. Ну ладно, там не так сколько-то денег улетело. Видно, непонятно куда. В общем, вот такая вот история. Тут не так все просто, как хотелось бы. Карточку не принял. Вот. Да, карточку не принял. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Итальянцы. Так.
что делать-то? Поехали дальше. 24 градуса тепла. Я тут что-то в кофту оделась, но у меня такая она легкая. На самом деле здесь очень тепло. На солнце, да, вообще прям жарит, там люди загорают. Загорать можно, да, вообще. Паркоматы стандартные такие, обычные паркоматы. По монеткам, по часам. Но мы встали на парковку, на которой оплачиваем, да, по билетику платишь при выезде. Это более удобно, потому что вот когда такой автомат, нужно сразу задать, сколько ты часов стоять будешь. Ну, потому что потом надо бежать. торопишься, чтобы Да. прибежать, запихать монеток, а то тебе штраф выпишут. А так, конечно. В прошлый раз мы здесь катались, тут машин было немерено, парковочных мест не было, тут пробась стоял. Ну, выходной день были. Слушай, а выходной был, А да? сегодня пятница. Сегодня пятница, да. О, Сегодня пятница. вот. А, вот это здесь парковались, да? Да, да, здесь тогда парковались. Вот Мне так все это фотографии выглядит. не Всем привет! Мы зашли в музей археологии. Тут какая-то древнегреческая вилла на самом конце мыса. 6 евро вход. В принципе, в начале, где крепость, там за 10 евро можно купить билет в крепость и сюда, получается. И за 5 только в крепость. А вот вход сюда стоит 6. Так, мы поднялись на самый верх. Здесь представлены развалины, очень красивые древние виллы, потрясающих масштабов, размеров. И на вершине этого всего расположен очень прекрасный парк с великолепным видом на озеро, на всю акваторию, с потрясающим видом. Я думаю, что тот, кто строил эту виллу, вдохновился этими пейзажами и решил здесь построить это прекрасное жилище. Жалко, что оно не дошло до наших времен, но сохранилось достаточно неплохо. Поэтому я думаю, что если у вас будет возможность посетить озеро Гарда, обязательно зайдите в это место прекрасное, прогуляйтесь, здесь очень красиво и живописно. Вон это самое короткое место до берега получается, до какого-то из берегов, вот то вот, мы его хорошо видим. И вон туда вот получается уходит дальше туда озеро, к горам. Условно говоря, если вот туда пойти, прямо там горы, за горами Инсбрук. Потом еще горы и за горами Мюнхен. Условно так. Пытаемся доесть мороженку, купили за 8 евро вот такое ведро. Так, нам куда? Прямо. Прямо? Тут 5 шариков. Конечно, лишка так взяли, хотя там было еще больше. Наверное, все-таки надо в их лучше 3 брать шарика, никак ее доесть не можем. Вот, хотела рассказать просто, что мы сегодня еще кушали, так, чтобы понятно было тут примерно, сколько на еду требуется. Вот мы прилетели, взяли 2 кофе, там, фокаччо и салат. Ушло у нас в аэропорту 16 евро. Там очень хорошее бистро, в зале прилеты есть. Затем вот мы поехали на лаго Маджоре, на лаго Дигарда. Здесь в кафе тоже решили перекусить, тоже потратили 16 евро, взяли пиццу Маргариту, она стандартно по Италии стоит 7 евро, и тоже 2 кофе взяли. Вот, взяли мороженку еще по пути и заехали еще в супермаркет, так, тоже взяли продуктов, воды,
так вот, чтобы примерно понимать, если так путешествовать, сколько там затраты на еду. Ну, я не думаю, что мы там сейчас приедем, куда-то еще есть пойдем. Я думаю, потому что у нас там мы взяли, продуктов вполне хватит, вот, чтобы вечером еще перекусить. Так что вот, едем в Венецию. Надеюсь, что приедем до темна. Вот, я уже позвонила в нашу локацию, где мы забронировали жилье. Уточнила, чтобы нас там дождались. Ну, в общем, как бы утрясла вопросы, потому что как бы темнеет, люди здесь все равно раньше заканчивают работать. Правее. Правее. Вот. И чтобы, ну, важно, скажем так, в Европе всегда, если, допустим, вы понимаете, что вы где-то задерживаетесь, насчет жилья, обязательно позвоните, уточните, дождутся ли вас или нет, потому что, чтобы, ну, не попасть в неприятную ситуацию,